Пожалуй, люди не относились к нему доброжелательно, ведь он стал таким настороженным, он просто лежал в своей небольшой лачуге, ожидая своей смерти. Он был измучен голодом, холодом и болезнями, его тело было исхудалым и утратило всякую силу. Все его силы были исчерпаны, и он просто ждал смерти, смирившись со своей участью. Когда-то он был домашним питомцем, любимым и заботливо оберегаемым, но судьба налагала на него свои неправедные законы. Он потерял своих хозяев и оказался на улице, где его преследовали голод, холод и жестокие люди. Он пережил немало испытаний и страданий, но никогда не терял надежды на лучшее будущее. В последние дни своей жизни пес вспоминал счастливые моменты, проведенные со своими хозяевами. Он вспоминал тепло и любовь, которые его окружали, и был благодарен за то, что хоть и на короткое время, но он ощущал себя полноценным членом семьи. Несмотря на свою опустошенную и измученную внешность, пес оставался верным и надежным другом. Он не обижался на людей за то, что они бросили его, он не злобился на них и не ненавидел. Он просто ждал свой конец со спокойствием и достоинством. И вот наступил последний день. Пес лежал на холодном полу своей лачуги, испытывая все боль и слабость. В его глазах отражалась только печаль и усталость. И тогда, когда он уже готов был предаться смерти, случилось нечто невероятное. По пути в Камбоджу Майкл увидел этого бедного пса и решил кардинально изменить судьбу пса. Майкл Чоур в течение своей жизни приходил на помощь многим животным. Он создал фонд по защите животных в Таиланде и всегда заботится о бедствующих, направляя их в приюты при необходимости медицинской помощи. Майкл определил этого пса в один из приютов для оказания ему помощи. Было очевидно, что собака нуждается в помощи. Сначала пес старался избегать общения с людьми. Майкл терпеливо и осторожно пытался завоевать его доверие. Когда это ему удалось, он был поражен степенью поражения кожи у пса чесоточным клещом. Кожа была исцарапана и язвами, ребра были видны, и собака, очевидно, долго не ела. Врачи установили не только продвинутую стадию чесотки, но и инфекцию клещами и анемию. Без вмешательства у пса было бы всего несколько дней жизни. Его состояние было крайне плачевным. Но он сталкивается с тем, кто действительно заботился. После начала лечения Майкл не мог просто оставить собаку, который так ему доверялся. Майкл регулярно посещал пса, наблюдая, как тот восстанавливается. Постепенно у пса стала расти шерсть, он приобрел жизненные силы и радостно встречал своего спасителя. Майкл часто в пути и не может взять с собой пса, которого назвал Аку. Но работники приюта заботятся о нем. Когда Майкл в Камбодже, он и Аку проводят много времени вместе. Самое главное, что сейчас псу ничего не угрожает. Друзья, если вам понравилось видео, оставьте, пожалуйста, комментарий, поставьте лайк и подпишитесь на канал.